В российский прокат вышел фильм «Легенда», где играет сразу два Тома Харди. Но один из них немного переигрывает. Чё-то я плохо играл. Нормально я играл, не переигрывал даже совсем ни разу. А еще я посмотрел российский фильм «Воин». Давайте поговорим об этом. Привет всем гостям и подписчикам канала Elephant Cinema. Вы смотрите Кинолайм, обзоры самых свежих новинок кино. Так уж получилось, что мы посмотрели фильмы по отдельности. Лично я глянул на картину «Воин», российская спортивная драма. Ну а я посмотрел фильм «Легенда», где главную роль сыграл Том Харди. И давайте расскажем вам о них. Я, честно, очень хорошо отношусь к оригинальному фильму 2011 года с Томом Харди и Ником Нолти в главных ролях. Кстати, последний номинировался на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Скажу честно, когда мы впервые с Андреем увидели трейлер на большом экране, мы посмеялись и были возмущены тем, что российские киноделы замахнулись на хорошее кино. Вкратце о фильме. Это предстояние двух родных братьев на ринге боев без правил. Бывший морпех, обвиняемый за дезертирство, и отчаянный папаша. Слоган фильма гласит: «Борись за любовь, борись за семью», а я бы сказал: борись за здоровье своей дочери, ведь вокруг нее строится вся главная мотивация. Ну и, конечно, бич всей этой истории — их папаша, бывший алкоголик. Напомню, что мне выпала честь смотреть этот фильм в кинотеатре. И я максимально сбросил все свои предрассудки, очистил свою память от оригинала и смотрел на картину непредвзято. И знаете, наверняка со мной не согласятся пылающие огнем кинокритики. Фильм мне понравился. Это нормальная, спортивная, российская драма с социальной утопией. Рейтинг фильма 12+. Это хорошо. Его можно рекомендовать к домашнему просмотру. И знаете, на середине сеанса я себя поймал на мысли: а ведь этот фильм, возможно, понравится моему отцу, и он с удовольствием его посмотрит, сидя в своем диванчике у себя дома. К чему я все это? Да к тому, что мой папа является потребителем российского кино, а поэтому оценить фильм «Воин» однозначно нельзя. Его можно рецензировать только в рамках фильмов телеканала «Россия». Очень хорошо выглядит актерская сцепка Яглыч-Ходченкова. Не зря ведь ребята столько прожили в законном браке. Яглыч такой бычара, Ходченкова истеричка. Ну, я позволил себе еще в финале пустить слезу. Скажу вам, что дядя Федя все-таки еще ого-го как может. Браво. Ну и понравилась атмосфера в фильме. Такой мрачный, дождливый, затянутым фогом прибрежный Калининград. Пусть немного вычурный, но все же круто. Ну и, конечно, минусы, как же и без них. Меня весьма раздражали сомнительные персонажи в фильме, которых можно было просто вырезать без ущерба для картины. Злодей, тоже какой-то невнятный, предстал в образе гадкого телевизионного продюсера. Его, кстати, исполняет Балуев. Про таких в Голливуде говорят: шел какого-то черта по коридорам киностудии и попался на глаза. Отдельно хочется сказать саунд-продюсеру фильма следующее: ты плохой саунд-продюсер. Настроение картины мечется из угла в угол, начиная от дельфина, заканчивая тянущимся вокалом группы Сплин. Ужас в общем. Музыка, ну не пришей кобыле хвост. Драки были более-менее хороши. И, как уверяют создатели фильма, они, конечно же, консультировались с действующими чемпионами боев без правил. Но вот сам восьмиугольник и тематическое шоу местного телеканала «Россия», которые врываются в сюжет псевдодокументалкой, выглядели как-то дешево, игрушечно. Я специально не сравнивал «Воина» с оригиналом. А зачем? Тут и так все понятно. Да и большинство кинокритиков поголовно сделают это. Скажу лишь одно: фильм смотреть можно. И можно его смотреть дома, в обнимку с женой или с боксерской грушей, например, кому как удобно. Я знаю, что моя рецензия вызовет спор и вызовет негатив у зрителей. Скажут наверняка мне: ты что там, совсем охренел, старпер? Но я вам скажу, друзья мои, я объективен, честно, объективен. Я надеюсь, что от моей рецензии российскому зрителю станет чуточку теплее на душе. Блять, а. Фильмы про гангстеров выходят на большие экраны не так часто. Еще реже выходят фильмы, основанные на реальных событиях. Поэтому вдвойне интереснее было посмотреть на историю близнецов-братьев Крэй, которые в свои годы ставили на уши весь Лондон. Близнецы занимались бандитскими разбоями, рэкетом и незаконными ставками. А еще они содержали пабы, клубы и казино.
И при всем этом один из братьев был шизофреником и бисексуалом. Вот такая вот неординарная получилась парочка. И в общем по их истории как раз и сняли фильм «Легенда», который по праву можно назвать бенефисом Тома Харди. Не потому что он сыграл обоих братьев-близнецов, а потому что он сыграл их достойно. По образу рассудительного персонажа Реджинальда Крея нет никаких вопросов. Харди обаятелен, серьезен и даже весьма романтичен. Но после первого просмотра трейлера к фильму в глаза мне сразу бросилась амплуа его ненормального близнеца. Уж больно переигрывал в нем Харди. Но к нашему с вами счастью, в фильме все акценты расставлены правильно. Да, местами Том Харди, конечно, перестарался со своей имбецильностью. Но очень хорошо попал в шизофреничный образ Рональда Крея. Все-таки в трейлере, наверное, немножко подпортил впечатление его фифилявый дубляж. Посмотрите трейлер оригинальный и трейлер русский и сравните сами, и все поймете. Я тут, чтобы настреляться вдоволь. Зачем тебе скалка? Испечь мне торт? Как и во всех фильмах, где двух персонажей играет один актер, так и в «Легенде» очень интересно смотреть и наблюдать непосредственно за тем, как два персонажа взаимодействуют в одном кадре. В «Легенде», я думаю, вы даже не придеретесь никаким техническим аспектам, за это большое спасибо всей съемочной группе, ну, конечно, непосредственно режиссеру. Брайан Хелгеленд известен прежде всего своими отличнейшими сценариями. В его копилочке даже есть Оскар за замечательные секреты Лос-Анджелеса с Расселом Кроу и Кевином Спейси. Знаешь, что я делаю с людьми, которые не смотрели «Секреты Лос-Анджелеса»? Я их топлю в сортире, как тебя, сука! Если вы его когда-то упустили, то обязательно посмотрите, потому что фильм действительно вот такой. Итак, Хелгеленд, как режиссер, он в первую очередь прославился своими мужскими такими крепкими жанровыми кино. Но ко всем своим фильмам, даже высокобюджетным, сценарий он пишет сам. Так произошло и с «Легендой». Хелгеленд удивительно тонко передал дух Англии 60-х годов. На протяжении всего фильма лично меня не покидало ощущение, что в реальности на самом деле все так и было. Такие костюмы, такие машины, такие клубы и такие узкие лондонские улочки. И весь этот антураж очень хорошо подчеркнут гармоничным саундтреком. Саундтрек в фильме настолько хорош, что захотелось прийти домой, загуглить название песен и закинуть их в свой плейлист. И вообще, по своему настроению, по своей атмосфере, «Легенда» очень похож на «Агенты Анкл». Но фильм Гая Ричи мне понравился все-таки гораздо меньше. В фильме отлично выдержан юмор. Было много шуток, над которыми я даже смеялся в голос. И в основном за это отвечал персонаж шизофреничного Харди, очень часто упоминающий про свою гомосексуальность не к месту. Нет, это не смотрится пошло, это выглядит действительно смешно. Но на фоне такого обаятельного и разного Тома Харди добрая половина актеров все-таки немного затерялась. Эмили Браунинг, к примеру, играла немного вымученно, но в целом неплохо справилась. Хоть я и считаю, что на ее роль можно было взять другую какую-нибудь актрису. А Таран Эджертон из «Кингсмана» еще только делает большие шаги в кинематографе, поэтому ему можно простить его нелепые ужимки. Вообще, в целом, фильм «Легенда» получился действительно хорошим. Конечно, он не встанет в один ряд с «Крестным отцом» или «Лицо со шрамом», но он туда и не метил. Это легкое кино, немного напоминающее по своему динамичному духу «Славных парней». Ничего нового «Легенда» вам в своем жанре точно не подарит, но может запомниться колоритными персонажами, действительно смешными шутками, ярким таким мордобоем, и вы точно проникнетесь той атмосферой, которую подарили вам создатели фильма. И Том Харди не переигрывал. Ладно, не переигрывал. Алло. Да, здравствуйте. Ну, сегодня у нас «Воин» и «Легенда». Ага, до свидания. Кто звонил? А мы не устаем вам напоминать из выпуска в выпуск, что нашей системой оценки крутости фильма является Долин. И высшая оценка будет фильму 5 долинов. И фильму «Легенда» я дам 4 твердых долина. Фильм яркий, запоминающийся, динамичный. Что самое главное, интересный. Я думаю, многим он понравится. Обязательно сходите на него в кино и оцените Тома Харди. Вау, ну а я возьму грех на душу и дам фильму «Воин» 3 твердых долина. Скажу, что неплохая получилась спортивная драма, я смог абстрагироваться от ремейка. И наверняка люди, те, кто не смотрел ремейк, получат истинное удовольствие от просмотра, глядя его на телеке. 3 долина. На телеке, самое главное. Также своих долинов хотел бы дать наш друг и коллега из Москвы. И это... Хай тул, я кинонах, Лукас, то есть все, если кто меня знает, это круто, если кто не знает, давайте знакомиться. Выставляем долиных по пятибалльной системе. Фильму «Легенда» я с удовольствием поставлю за двоих Томов Харди,
за отличную музыку, историю я поставлю 4,5 доллинов. Ну и, конечно же, надо поставить оценку фильму «Воин». Если бы я был постоянным зрителем телеканала «Россия-1», то я бы поставил, наверное, все-таки 4 доллина. Но так как я не являюсь зрителем телеканала «Россия-1», за фильм «Воин», который почти точь-в-точь, один в один, просто как левое и правое, похоже, я поставлю 1,5 доллинов. Не надо, если честно, тратить время на российскую адаптацию «Воина». Спасибо тебе, Лукас, за твою отзывчивость. Ты такой классный пацан, что вместе с нами дал оценки этим фильмам. Ну, а вы, зрители, посетите его канал, там очень много интересного. Ссылка ниже в описании. А прямо здесь, сейчас появится его последнее видео. Сатурни. Шмяква! Подписывайтесь на наш канал тоже, ставьте большие лайки, если вам понравился наш выпуск, и пишите в комментариях. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока.